Всем доброго времени суток. Все, наверное, вы помните вот это видео с колоском на жемчужной резинке. И под этим видео Наталья мне написала комментарий, что у нее однофантурная вязальная машина. И тоже неплохая техника подставления иглы сюда. Как вот помните, я сюда подставляла на передней фантуре дополнительную иглу, потом сбрасывала. Он получался у меня накид, я его сбрасывала, и было легкое прохождение, легкое перекрещивание 3 на 3 вот этой вот косички, вот этого колоска. То есть мы сначала один раз перекрестили 3 на 3, потом второй раз 3 на 3, и получился вот этот колосок. И вот вопрос в этом комментарии, я так понимаю, звучал в том, как сделать этот колосок на однофантурной, потому что, конечно, однофантурная машина 3 на 3, мы можем, конечно, перебрасывать, перекрещивать 3 на 3 петли, но это будет очень жестко для самой машинки, но и для нас мы нервы потратим очень ого-го сколько. Не стоит этого делать. Ну и также подставлять иглу какую-то, то есть где взять эту иглу, которую дополнительную, мы ее, я не знаю такого способа. Поэтому я хочу показать этот колосок, свой способ, как можно сделать на однофантурной машине. Мне нужно 2 декера двухушковых. И чтобы легче нам понять, разбить как бы иглы на рисунок, я немножко усложню этот рисунок, чтобы не был точь-в-точь, что-то было другое немножко, но сам колосок оставался такой же. Я уже провязала гладью несколько рядов. На каретке у меня для такой нити, нить у меня, мы тестируем нить пехорку, высокообъемный акрил. Тут в 100 граммах 400 метров. На каретке 10 плотность. Вот. И переходим к нашему рисунку. Сразу хочу показать, что легко, чтобы это было понять, не зацикливаться на каких-то других моментах. Просто я вам показываю, как я делаю этот рисунок, что вы потом в итоге поймете. То есть у нас будут 2 колоска, которые будут, скажем так, расходиться с центра. Вот нулевую петлю я сделаю, здесь у нас будет просто вот эта нулевая выведена в заднее нерабочее положение. Она вязать не будет. Здесь у нас будет просто всегда протяжка. Это будет середина нашего рисунка. А дальше у нас будет, пусть будет у нас 3 на 3 косичка, колосок. И следующая петля тоже, она у нас не будет вязать, то есть мы будем как бы разбивать наш рисунок, тоже будет тут протяжка. 3 на 3, здесь также все зеркально. Вот эта вот петля перебрасываю сюда, и вот мы выбрали наш рисунок, и я не хочу мучить свою машинку, но мы можем сделать этот колосок. Как мы делаем этот колосок? И он должен у нас вот так вот расходиться в разные стороны. Значит, я беру, так, сейчас навешу коготки. Навесим коготки, потому что так будет удобнее. Разобьем нашу косичку, вот что я с чего хотела начать, на 3 пары. Первая пара, вторая пара и третья пара.
То же самое здесь. Первая пара, вторая и третья. Возьмем первую пару, снимаем, и вторую пару. И перебрасываем от серединки. Здесь то же самое. Берем первую пару и вторую пару. И от серединки перебрасываем. Так, это первый ряд у нас, потому что мы перебросили еще одну петлю. Будет сложнее. И теперь немножко давайте выдвинем, но не выдвигаем вот эти вот, которые оставили. Провяжем один ряд. Теперь у нас 3 пары. Эту и эту мы перекрещивали в прошлый раз. Значит, нам нужна вторая пара петель или игл. Снимаем и третью. И перекрещиваем от центра. Тут то же самое. Пропускаем первую пару, берем вторую, третью пару и от центра. Так. Тоже выдвинем, чтобы иглам было легче провязать. Эти иглы оставляем. Вот когда мы провязали вот так один ряд, перебросили, второй раз перебросили, теперь мы вяжем нужное количество рядов. Например, мы свяжем 4. Раз, два, 3, 4. И опять же продолжаем так же делать. Берем первую пару игл, вторую пару и от центра. Здесь берем первую пару, вторую пару и от центра. И провязываем, подвигаем, провязываем ряд. Берем вторую пару, третью пару и от центра к краю переносим. Здесь то же самое. Берем вторую пару, третью и от центра к краю переносим. Выдвинем тоже эти иглы. Они нам удобнее, вот можем вот так даже поставить. И провяжем ряд. И провяжем еще 4 ряда. Но теперь я хочу все-таки подставить эти иглы. И мы сейчас будем вязать, то есть сбрасывать петельный столбик и его провязывать лицевой стороной. Раз, два, 3, 4. 4 провязали. Значит, и что мы видим здесь? Мы можем сразу взять петли-уловитель, сбросить этот петельный столбик. Ну, давайте вот этот вот подцепим какой-нибудь и провяжем. Поднимем петельный этот столбик лицевыми. Так, у нас 2, 4, 6. Это у нас косичка 3 на 3. И вот он.
то же самое поднимем. Это просто для чего я показываю, делаю. То есть мы можем делать с протяжками, мы можем делать без протяжек с вот этим вот петельным столбиком, который будет у нас там изнанка на лицевой стороне. А здесь мы поднимаем лицевыми. Вот. Ну и то же самое. Продолжаем также вязать. Помните, я вам говорила, как язычки убирать? Вот так вот. Берем первый, второй, перебрасываем от. Тут то же самое, берем первую пару, вторую пару, перебрасываем от центра к краю и провязываем ряд. И теперь мы помним, что мы взяли в прошлый раз первую пару, значит, нам надо сейчас взять вторую и третью. И перебрасываем от центра к краю. Так, и здесь первую мы убрали, берем вторую пару, третью и от центра к краю перебрасываем. И вот что я заметила, когда мы делаем с протяжками, вот этими вот, сложнее переносить вот эти петли. Когда мы просто провязываем потом, сбрасываем петельный столбик и провязываем лицевыми, то мягче идет вязание. Я даже не выдвигаю иглы, оно хорошо и так провязывается. Так. Ну и провязываем 4 ряда. Можем провязать 6 рядов, просто длиннее будет этот колосочек. Но провяжем 4, как у нас и есть. Сбрасываем наши петельные столбики, поднимаем лицевыми их. Так. Так. Так, 2, 4, 6. И тут забрасываем. Мне, конечно, больше нравится вот эти вот столбики поднимать, а не, ну, без протяжек, чтобы было. Вот. И продолжаем дальше так вязать. Ну вот, я еще провязала несколько заходов рисунка. И давайте снимем вместе наш образец с игольницы и оценим результат. Посмотрим и оценим результат. Ну вот, посмотрите, какая милота и какая красота у нас получилась. Так, и что я еще хочу сказать, вот тут с протяжками, ну вот, конечно, легко это все делается,
Ну, я с притяжками не сильно люблю, вот с такими. Вот когда мы поднимаем вот этот петельный столбик и с той стороны лицевыми, а здесь у нас получается изнаночный, то вот красиво. Вот такая вот у нас получилась косичка или колосок. И давайте мы сравним вот с этим колоском. Вот он. Здесь на 9 иглах сделан этот колосок. И как понимаете, что мы тоже можем сделать и на 9, не знаю, наверное, должно быть четное количество петель, потому что мы перебрасываем 2 на 2, 2 через 2, мы не через 3. Там мы через 3 на 3, а тут 2 на 2. И мы можем взять этой же техникой, делать рисунок на 8 иглах, на 10 иглах. И сейчас мы попробуем это сделать. Но еще что я хочу сказать. Расстояние вот это вот вы можете регулировать сами. То есть здесь мы делали 4 ряда, можно сделать 6. Он вот это расстояние между колосками вот это вот будет выше, больше. И сейчас давайте на этом образце мы посмотрим, как мы будем вязать колосок на 10 иглах. Такой же колосок на 10 иглах. И ниточка та же, но я хочу провязать на девяточке, на 9-й плотности. Я буду делать без протяжек. Так, выставляем, нам, значит, 10 надо обозначить наш вот этот раппорт. 2, 4, 6, 8, вот так, нет, 2, 4, 6, 8 и вот так по одной сюда. Вот 10, 4, 6, 8, 10 игл у нас будут формировать наш колосок. Эта игла, давайте сразу мы ее немножко спустим и провяжем лицевыми, для того, чтобы сразу нам было видно. Это край будет, и вот этот будет край у нас. И делим наш рисунок, наши иглы, там где будет у нас колосок, на пары. 1 пара, 2 пара, 3 пара, 4 пара и 5 пар. Берем 2 декера двухушковых и начинаем, с любой стороны, какой захотите. Начинаем, снимаем, значит, эту и переносим левее. Я захотела левее. И провязываем ряд. Теперь берем вторую пару и третью. Вторую и третью. И переносим левее. И провязываем ряд. Теперь берем, так, у нас, сейчас нам надо, это у нас это у нас первая, вторая. Теперь берем третью и 4-ю пару и переносим левее. Так. Ну и нам надо взять 4-ю и 5-ю пару, да? Это значит у нас вот это вот лицевая. Первая пара, 2-я, 3-я, 4-я. Берем 4-ю и 5-ю и переносим.
Так. Ой-ой-ой, выдвинула сильно. Выдвинем. Тогда уж раз получилось. И провяжем ряд. Ну, а теперь любое количество рядов мы можем провязать. Ну, например, давайте провяжем 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6. Спустим наш петельный столбик. Вот он. Где точка, кстати. И поднимем лицевые петли. Так, и вот где. И повторяем рисунок. Берем первую пару, вторую пару и переносим левее. Провязываем. Берем вторую пару, третью пару, переносим. Провязываем. Так, два. Это у нас вот это первая, вторая. Берем третью и четвертую и переносим. Ну, а теперь четвертую и пятую. Так, опять же у нас этот, так, первая, вторая, третья, четвертая, четвертая, пятая. Провязываем. И 6 рядов. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну вот, я предлагаю снять наш образец с игл и посмотреть и оценить результат. Ну вот, вот такой колосочек получился. Вот это на 9 и на 10 иглах. Вот это на 6 иглах. Вот он, вот такой же колосок. Вы понимаете, что сейчас вы можете брать сколько угодно игл в работу для формирования данного колоска. Еще один момент могу вам рассказать, что можно перекрещивать, переносить вот эти иглы 2 на 2 через ряд. То есть мы в каждом ряду переносили, перекрещивали иглы. Можно перекрестить, провязать раз,
второй раз и опять. Пойдет вот это вот формирование, да, перенос этих игл легче. Но на рисунок он никак не влияет. Вот такой колосочек у нас сегодня с вами получился. Спасибо вам за комментарии, за просмотры. Оставайтесь со мной, вяжите со мной и до скорой встречи. Всем пока!